Туркменистан — страна, о которой говорят мало, но то, что там происходит, шокирует даже тех, кто привык к авторитарным режимам. Здесь люди боятся говорить правду, законы доходят до абсурда, а власть превратила государство в собственное королевство. Здесь не бывает выборов, где люди решают свою судьбу. Никто не может выступить против системы, никто не может даже заикнуться о том, что в стране что-то не так. Это место, где все подчинено воле одного человека, а потом его сына. Туркменистан превратился в личное государство Бердымухамедовых. Туркменистан — это одна из самых закрытых стран, и то, что там происходит, действительно похоже на абсурдный антиутопический сценарий. В 21 веке, когда весь мир развивается, у людей в этой стране до сих пор нет элементарных свобод. Жесткий контроль, культ личности, нищета населения на фоне роскоши власти — все это держится только на страхе и репрессиях. Абсурдные законы, запреты и жизнь под тотальной слежкой. Туркменистан — страна, где даже воздух подчиняется президенту. Если в других странах законы создают для удобства людей, в Туркменистане они принимаются ради прихотий одной семьи. Любой указ Бердымухамедова — это не просто закон, а безумный приказ, которому нельзя противоречить. Здесь правительство решает, на чем ты можешь ездить, как должен выглядеть, какие слова произносить. Контроль над людьми абсолютный, из-за нарушения правил можно исчезнуть без следа. Законы, которые шокируют весь мир. Черные машины под запретом. В 2018 году Бердымухамедов объявил, что черный цвет приносит несчастье, и приказал изъять все темные автомобили с дорог. Женщинам запрещено красить волосы. В Туркменистане женщины не имеют права менять свой внешний вид, макияж, маникюр, покраска волос под запретом. Золотые зубы вне закона. В стране нельзя вставлять золотые коронки, потому что власти считают, что настоящий туркмен должен жевать кости, чтобы укреплять зубы. Запрещено произносить слово «коронавирус». В разгар пандемии государство официально объявило, что вируса не существует. За разговоры о COVID-19 людей арестовывали. Нельзя жаловаться на жизнь. Если кто-то в очереди за хлебом скажет, что в стране кризис, его могут арестовать. Очереди за еду — богатая страна в условиях нищеты. Туркменистан продает миллиарды кубометров газа, но эти деньги никогда не доходят до простых людей. Хлеб по паспортам — не больше одной буханки в руки. Мясо — роскошь, доступная только элите. Люди стоят в очередях с утра, чтобы купить еду, но власть утверждает, что кризиса нет. Где же деньги? Все доходы страны уходят в карманы семьи Бердымухамедова. Вместо помощи народу они строят себе дворцы, возводят золотые статуи, организуют абсурдные мероприятия. В столице возводятся пустые беломраморные здания, которыми никто не пользуется. Миллиарды уходят на проекты, которые существуют только ради имиджа режима. Люди бегут, но не всем удается уехать. Выезд за границу запрещен без разрешения. Тем, кто уехал, закрывают паспорта и запрещают возвращаться. Родственников тех, кто сбежал, преследуют, угрожают и арестовывают. Сколько еще это продлится? Страна держится на страхе, но история показывает, что ни одна диктатура не вечна. Когда экономика рушится, народ всегда поднимается. В этой стране выборов не существует, тут передают власть, как семейную реликвию. Туркменистан — это не просто авторитарное государство, это закрытая зона, где одна семья держит миллионы людей в железном кулаке. Нет политики, нет свободы, нет даже права говорить о проблемах. Власть здесь — это личное достояние династии Бердымухамедовых. Они строят дворцы, ставят себе золотые статуи и контролируют даже то, на каком языке люди могут разговаривать в своих домах. Диктатура, которая началась с безумия. После распада СССР Туркменистан стал независимым, но вместо демократии получил тиранию. Первый президент страны, Сапармурат Ниязов, провозгласил себя Туркменбаши, отец всех туркмен, и буквально объявил себя живым богом. Но этого ему было мало.
Он решил, что может переписать реальность и создать новую, удобную для себя версию Туркменистана. Заставил всех называть себя отцом нации. Переименовал месяцы в свою честь. Запретил балет, оперу и даже цирк, потому что они не нужны туркменам. Объявил, что медицина не нужна, туркмены должны самоисцеляться. Но настоящая монархия началась позже. Когда Ниязов умер, его место занял Гурбангулы Бердымухамедов, человек, который в одночасье стал новым богом нации. Все портреты Ниязова были убраны, теперь везде были изображения Бердымухамедова. Его золотая статуя заменила статую предыдущего диктатора. Но он пошел еще дальше. Объявил себя Аркадак, покровитель нации. Запретил черные машины, потому что они приносят неудачу. Запретил золотые зубы, потому что туркменам они не нужны. Запретил женщинам красить волосы и делать маникюр. Передача власти по наследству, диктатура превращается в королевство. В 2022 году Бердымухамедов добровольно ушел с поста, но вместо выборов страна получила его сына Сердара. Эти выборы были просто шоу, ни одного реального конкурента, 100% контроль над голосами, заранее известный результат. Почему народ не может сопротивляться? В Туркменистане слово «свобода» запрещено. Интернет под полным контролем, соцсети заблокированы. Оппозиция либо мертва, либо в изгнании. За критику власти можно исчезнуть без суда и следствия. Но как долго эта система сможет существовать? Рано или поздно народ перестанет бояться. История показывает, что ни одна диктатура не вечна, и когда режим рухнет, страна увидит правду, которую от них скрывали десятилетиями. Как долго можно держать народ в страхе? Туркменистан десятилетиями находится под диктатурой, где власть переходит не по воле народа, а по семейному сценарию. Люди привыкли к запретам, слежке, цензуре, но терпение не может длиться вечно. Экономика уже рушится, население беднеет, а недовольство накапливается. Вопрос не в том, если режим падет, а в том, когда это произойдет. Династия Бердымухамедовых, трещины в системе. Когда Гурбангулы передал власть сыну, он думал, что Туркменистан остается под его полным контролем. Но система начала давать сба. Сердар Бердымухамедов не имеет опыта, не обладает харизмой, его правление напоминает тень отца. Но народ уже видит разницу. Режим строился на жестком контроле, но новый лидер не умеет управлять страхом так, как его отец. Это может стать первым сигналом к будущему перевороту. Экономика рушится, протесты — вопрос времени. Власть привыкла, что люди молчат и терпят, но что произойдет, когда терпеть станет невозможно? Запасы газа больше не приносят прежних доходов, коррупция съедает деньги, а народ буквально борется за еду. Когда кризис станет настолько глубоким, что даже страх не сможет удержать людей, возможен спонтанный бунт. Возможно ли освобождение? Если режим рухнет, Туркменистан получит шанс выйти из изоляции, вернуть свободы, восстановить экономику. Но пока власть держится на репрессиях, страна остается в ловушке. История показывает, что жесткие режимы рушатся тогда, когда они кажутся самыми прочными. Как скоро это случится в Туркменистане?